Девчонки, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Подписывайтесь на мою страничку Instagram, там очень много всего интересного. Ссылочка сейчас на экране. Посмотрите, какие сегодня красивые мы будем рисовать дизайны. Хочу сломать стереотип о том, что с кошачьим глазом никаких особо дизайнов сделать нельзя. Это не так, и можно придумать кучу разных всяких интересных вариаций. У меня набор Galactic Illusion, я их капнула по порядку. Первый это розовый, второй зеленый-синий и третий такой золотистый. Третьим цветом, так мы и будем их называть по номерам. Третьим цветом я рисую листик. Смотрите, чтобы ваш листик был достаточно выпуклый. И вообще рисуйте достаточно большие элементы, так они смотрятся более выигрышно. Я примагничиваю с 3 сторон, с 2 латеральных валиков и с торца. И просушиваем. Далее мы берем следующий цвет. У меня этот цвет под номером 2, также из коллекции Galactic Illusion. Рисуем им листик, который у нас как бы выходит из первого нашего листочка, то есть он как бы спрятался. Каждый цвет, каждый элемент мы примагничиваем. Смотрите сами, главное, чтобы весь блик у вас поднялся наверх. Это самое главное. Так ваш маникюр будет смотреться более ярким. Теперь берем первый цвет и рисуем им ягодки-рябинки. Очень жалко и очень хотелось показать все переливы на видео, но если у вас есть такой набор или вы давно мечтаете о нем, как давно мечтала о нем я с ним играюсь уже не первый месяц, очень много дизайнов отрисовала, решила вам в этот раз показать вот такие вот интересные осенние дизайны. Нарисовали мы нашу рябинку, я ее не просушивала, примагничиваю сразу все ягодки и отправляю в лампу. Далее черной гель-краской или черным гель-лаком мы рисуем точечки. Старайтесь их опустить больше к низу, чем посерединке. И еще рисуем прожилки на наших листочках. Смотрите, кстати, какие прожилки. У меня они немного как бы идут волной. Советую вам черной линией отделить листики друг от друга. И, кстати, здесь вы можете сильно тонкие линии не делать, ничего страшного, если линия будет потолще. И после гель-красочки я ее не просушила, нарисовала вторым цветом вот такую вот веточку. Просушила, покрываю дизайн глянцевым топом. Можно также покрыть матовым топом, а все элементы прорисовать глянцевым. То есть у вас будет черная матовая поверхность и на нем будет блестящий дизайн. Вот такие вот два варианта я для вас приготовила. Вообще они ничем особо не отличаются, только расположением ягодок и то, что в том дизайне, который я прорисовывала без вас, оба листика сделаны желтым. Следующий дизайн, который мы с вами нарисуем, рисую я, кстати, просто на черном гель-лаке, с которого даже не снята липкость. Вторым цветом мы рисуем основные наши листочки. И, конечно же, заполняем их, закрашиваем. Посмотрите, какие они у нас пузатенькие. И примагничиваем с 3 сторон. Играйте с магнитом, смотрите, чтобы у вас весь блик был наверху. Далее, после просушки, я беру следующий цвет и рисую листочки, которые как бы выглядывают из наших первых. Также заполняю все внутри и рисую их тоже где-то 3-4 штучки. И опять мы примагничиваем их и отправляем в лампу. Последний цвет. Берем цвет под номером 1. И уже совсем немного только добавляем кое-где розовые листочки, как будто бы они у нас лежат на самом-самом дне. Вы можете поиграться. Если у вас маникюр, например, розового цвета, то основной цвет листиков сделать розовые, а уже желтые и зеленые как бы сделать дополнительными. То есть черный у нас все-таки остается наш фон, мы его видим, но на нем вот такие вот яркие листочки. Просушили розовый цвет, примагнитили его перед этим. И на этом дизайне я рисую уже не волнистые прожилки, а вот такие вот больше геометрические. Получается очень интересно. Не забывайте, чтобы каждый цвет был отделен друг от друга черной полоской. И вообще, когда мы покрываем топом, эта черная полоска у нас сливается с фоном. То есть, если вы вдруг заедете за край листочка, ничего страшного. Вот такой вариант. Это у нас до просушки.
Далее мы его просушиваем и покрываем дизайн топом. Я такие дизайны стараюсь перекрывать, конечно же, с выравниванием, то есть небольшим слоем топа, и плюс еще потом ставлю каплю и выравниваю поверхность. Посмотрите, как они горят. На самом деле вживую это просто непередаваемое ощущение. И еще я сделала дизайн и добавила белых прожилок, и сверху они смотрятся вот так вот смешно, как какие-то веточки. Очень интересный и очень простой дизайн. Последний дизайн, куда же без желудей. Мы рисуем такую легкую дугу и вот такой вот элемент. Мне это напоминает шапочку от богатыря. Я очень долго смеялась, когда думала, как же объяснить вам, какой формы мы должны нарисовать элемент. Желудь у нас пухленький, мы его не рисуем вытянутым. Мы рисуем достаточно большой пухлый элемент, так как он у нас будет основным в маникюре. И также примагничиваем с 3 сторон. Просушиваем обязательно. Девчонки, просушивайте между собой каждый этап. И каждый этап магните, тогда у вас все получится красиво. Дальше мы рисуем шляпку у желудя. Сначала мы нарисовали вот такую вот дугу. Мы ее утолщили и обязательно протягиваем, потому что наша шапочка больше, чем наш желудь. Поэтому шапочку мы рисуем как бы заходя на желудь. Опять примагничиваем ее, и можно оставить и так, но так дизайн выглядит очень скучновато, я бы сказала, и поэтому я добавляю еще листочков зелененьких. Наверное, все видели дубовые листочки, они такие как скобочки, и мы заполняем, закрашиваем. Внизу тоже добавлю, так как ноготок, то есть типс в нашем случае большой. Если ноготок маленький, то нижний элемент можно не рисовать. Примагничиваем. И черный гель-лаком или гель-краской мы отделяем шапочку от желудя. Кстати, если вдруг вы где-то заехали, черным цветом можете закрасить лишнее. И рисуем наши прожилки у дубового листочка. Все очень просто, каждый дизайн я засекала, я выполняла менее чем за 15 минут, где-то за 13 минуточек. И это с учетом еще того, что я рисовала их первый раз, они у меня были в голове, и я хотела вам что-то интересное показать, то есть разнообразить, как можно маникюр с кошачьим глазом. Посмотрите, какая красота, как он переливается, просто не передать словами. Очень жалко, что, конечно же, камера съедает половину цветов, но это выход вам тоже попробовать сделать такое с данным набором или же с теми кошечками, что у вас есть. Посмотрите, какая красота получилась. И на самом деле вариаций выполнения дизайна с кошачьим глазом очень много. Эти гель-лаки я покупала на официальном сайте Тартисы. Ссылочку обязательно оставлю в описании под видео. У них очень мощный магнит. Покупала я в наборе прямо эти 3 гель-лака. Мне он очень нравится, и скажу вам так, что набор давно уже окупил себя. Посмотрите, как они смотрятся сбоку. Я старалась по максимуму снять несколько видео, чтобы показать вам все переливы красок. Вот такие 3 дизайна мы с вами сегодня выполнили. Рисовать их было очень просто. Хочу вам напомнить, что на каждый дизайн у меня ушло менее 15 минут. То есть, если выполнять его, например, конвейерным методом, то так вы можете за 15 минут сделать 2 ноготочка. Очень быстро, очень просто. Главное, следуйте схемам, которые я для вас придумала. То есть каждый рисунок можно разложить на какие-то простые элементы. Эти дизайны я также разложила на простые элементы и показала вам в видео. Надеюсь, видео вам понравилось. Я очень старалась, очень долго думала, какие же дизайны вам показать, потому что у меня отрисовано несколько осенних дизайнов кошачьим глазом. Это было очень интересно и просто завораживающе работать. Совсем непривычно рисовать только блестками, и когда вы поднимаете блик, вы видите, какая у вас красивая картинка получилась. И, конечно же, жаль, что видео съедает некоторые качества, точнее не качество, а именно сам блеск и все переливы данных кошачьих глаз. Напишите в комментариях, какой вам больше всего понравился дизайн. Мне больше всего понравились листочки. Наверное, потому что они заполняют весь ноготок, и их можно подобрать под любой цвет маникюра, потому что можно выбрать любой цвет основным.
Мне будет очень интересно почитать, и пробовали ли вы вообще делать дизайн кошачьим глазом, потому что я раньше всегда думала, что им можно только покрывать однотон. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!